Всем привет, с вами канал Мир Движений. В этом видео мы обсудим принцип Маха. Вы наверняка сидели в вагоне поезда, который стоит на станции, и смотрели, как мимо проезжает другой поезд. И зачастую трудно определить, это ваш поезд находится в движении или другой. В 19 веке вопрос относительного движения попытался решить австрийский физик Эрнест Мах. Он выяснил, что говорить о движении физического тела можно лишь в том случае, когда это движение измеряется относительно другого физического тела. Его идея противоречила ньютоновским взглядам на пространство, так как абсолютное пространство Ньютон представлял в виде координатной решетки. Но если подумать, становится понятно, что двигаться можно лишь относительно чего-то. Мах полагал, к примеру, что если и во Франции, и в Австралии мяч по земле катится одинаково, то какой смысл в этой пространственной решетке? А единственное, что может повлиять на то, как мяч катится, это сила тяжести. К примеру, на Луне мяч катился бы иначе, даже скорее бы летел, потому что сила притяжения там меньше. Из этого исходит то, что каждое существующее во Вселенной тело притягивает к себе все остальные, и каждое ощущает присутствие других через взаимное притяжение. Таким образом, движение зависит от распределения материи и ее массы. Но что же такое масса? Масса – это мера материи, то есть ее содержание в объекте, и между массой и весом есть огромное различие. На Луне космонавт весит меньше, чем на Земле, так как сила тяжести там меньше. При этом масса космонавта остается прежней, ведь число атомов, из которых он состоит, не изменилось. Согласно Альберту Эйнштейну, масса может быть превращена в чистую энергию. Стало быть, масса – это по сути энергия. А для того, чтобы сдвинуть объект, помимо энергии нужно учесть еще и инерцию, которая сообщает нам о том, насколько трудно сдвинуть какое-либо тело. Галилео Галилей еще в 17 веке выдвинул принцип инерции, который гласит о том, что если к телу не прилагать никаких сил, то это тело останется неизменным. То есть, если тело движется, то оно и продолжит двигаться с той же скоростью и направлением. Вернемся же к принципу Маха. Ньютон доказал, что сила притяжения быстро уменьшается с расстоянием, но на самом деле все тела Вселенной, хоть и слабо, но притягивают нас к себе. Их притяжение вносит тонкие изменения в наше движение. Как итог, принцип Маха гласит, что для обнаружения движения необходимо внешнее к движущемуся объекту тело. В этом и заключается суть относительного движения. Спасибо за просмотр, ставьте оценки видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч!